Так, всем привет. Вы на канале Panda Wants to Play. Последнее приготовление по звуку. Всем привет. Вы на канале Panda Wants to Play. Последнее приготовление по звуку. Всем привет. Вы на канале Panda Wants to Play. Так, сейчас еще немного. Да, привет. Привет. Сейчас я тут выключу, а то у меня тут трансляция идет. Привет. Сейчас я в браузере. Так, ну что, запускаемся. И продолжаем прохождение. Пытаемся победить. Ну, братан, не пожалеешь, я тебе говорю. Так, коротко, значит. Пофармил немного ресов, дерева и камня. Теперь у нас это выглядит все вот так вот. Да, вот здесь второй сундук поставил. Здесь у меня чисто камень будет. Здесь все остальное. Вот. Ну, продолжаем, короче, заниматься фармом. Потому что это у нас основная задача на сегодня, ну и вообще на ближайшее время, для того, чтобы впоследствии начать строить нормальную базу, да? Что еще? Сделал циркулярную пилу себе. Уже я пробовал, 2 дерева больших спилил. Достаточно выгодное мероприятие, на самом деле. Вот, потому что если обычные деревья там по 2 бревна получается, то здесь по 4. И они более высокого качества. Сейчас покажу. Вот здесь вот в блоках, да, если смотреть, то вот это у нас дерево появляется вот из таких вот из сосны. Ничего страшного, там много кто тупит, потому что, во-первых, там нет русского языка, во-вторых, ну, она такая довольно сложная. Если с механикой не разбираешься особо, то довольно сложно для понимания все это дело. Так, что еще? Начал здесь складировать, короче, землю на будущее. Здесь сундучок поставил для того, чтобы сюда всю сельхозпродукцию складывать, семена в частности. Вот, как-то так. Да, базара нет, давай, почему нет-то? Вот, сгонял, значит, такую локацию нашел, где огромный комплекс стоит, и там роботы стреляющиеся. Вот, первый. Бутман, привет. Пока не надо. Зачем ты мне будешь звонить сейчас, если у нас стрим идет? Давай уже потом тогда разберемся. Вот, нашел локацию, где у нас такая грандиозная постройка и роботы, которые стреляют. Первое свидание с этими роботами закончилось для меня плачевно. Вот, обижать до места гибели пришлось очень далеко. Ты хочешь в мультиплеере поиграть? Так, давай попробуем, только я не знаю, как здесь это сделать. Наверное, пригласить через... у тебя... нужно, короче, в Steam добавиться в друзья, я так понимаю. Вот. И через Steam попробовать присоединиться. Как-то так, наверное. Вот. Ищи меня, значит, в Steam. Ник тоже вот Panda Wants to Play. Все маленькие буквы. И добавляйся. Как добавишь, найдешь, добавишь, скажешь, я тоже добавлю. Вот, и попробуем там сделать это. Так. Что дальше? Такую сидушку нашел. Успел урвать на этой локации. Вот. Вот такие вот блоки. Не знаю, для чего они, конечно, но там шлагбаумы, короче, из них были сделаны. Вот. Я их забрал. Да можно, давай, почему нет? Тоже ищи, добавляйся, попробуем. Вот, что еще? Тачка моя почему-то здесь стоит перевернутая, непонятно почему. Надо сейчас ее вернуть в нормальное состояние. Так. И установить на нее наши погрузочные платформы. Так, сейчас по-другому немножко поставим.
Пишите, если сложности будут там с поиском в Стиме, обязательно. Так, сейчас, минутку. Так, смотрю сейчас. Так, где у меня здесь друзья? Я что-то не вижу. Раньше же были. Странно. Настройки контроллера и все. А что? Подожди. Нет, музыка мне не нужна. Где? Блин. Так, прошу прощения, не на ту кнопку нажал. Не переживайте. Сейчас я тогда сделаю это как обычно. Ага. А, я понял, почему у меня не работает. Сейчас семейный доступ выключу. Так, давай, сейчас попробую тебя пригласить, ну или сам можешь присоединиться. Вот, пригласить в игру, все, я тебе кинул. Поэтому пробуй. Короче, идея меня здесь такая посетила интересная. А если вот, допустим, на воде базу построить? Там же будет... С 3 сторон, получается, как бы проблем вообще не будет с доступом, с подступом, да? То есть они там не пройдут в принципе. Вот. Но единственное, придется, да, как бы одну сделать дорогу, по которой нужно будет ездить. Ну и опять же, ее можно сделать как какой-нибудь разводной мост, или опускающийся, или поднимающийся. Вот, поэтому, если это сработает, то это действительно будет очень просто защититься от нашествия этих всех механоидов. Вот. Так что вот напишите, что думаете по этому поводу. Так, а мы потихоньку поедем, наверное, добывать камень. Вот. Потом после камня, наверное, сгоняем, полутаемся по окрестностям. О. True Senpai has joined the game. Так, один есть. Ждем третьего. Так, маничела тут за нами охотится. О, какой компонент редкий выпал-то. Классно. Да, я напоминаю, сегодня последний день, когда вы можете купить, точнее, заработать эту игру за баллы у нас в чате. Ну, и не в чате, за баллы, да, канала. 14650 баллов. Вот, вы можете эту игру приобрести. Дальше она будет уже стоить соответствующие... Ага, все, я тебя понял. Дальше она будет уже стоить, ну, соответственно, той цене, которая будет. То есть это будет дороже. Да, сейчас, минутку.
Так, новых приглашений одно. Принять. И кидаю тебе приглас в игру. Так, только я что-то тебя не вижу здесь. Странно. А, вот все. Пишет присоединиться, но мне надо приглашение тебе кинуть. А в этом списке нету что-то нифига. Ну-ка. Странно. Что-то я не вижу тебя, брат. Так, сейчас, погоди. О! Все, присоединился. Ну все, вроде все собрались. Да, давай, я вижу, что присоединился. Напиши, так это или нет. Отлично. Так, а где вы появились? В самом начале? Окей, ну давайте это потихоньку подбирайтесь тогда. Ресы можете брать все, что найдете. Вот. Ну и, наверное, какую-нибудь там... Попробуйте какую-нибудь тачку для себя сделать. Если хватит, конечно, ресов. Какую-нибудь простенькую. А я пока камень пофармлю. Ох, плохо зашло. Давай, родимая, ты сможешь мочи всех. Блин, надо 2 бура ставить. Оу, hello, bro. What's up? Как сам? Давай, помогай долбить вот эти вот, которые я уже развалил.
Да, давай, давай, да, набери, конечно. У меня единственная просьба, там возле гаража, короче, на земле валяется кусок металлической пластины. Вы его не трогайте, пожалуйста, потому что это моя заготовка новой тачки. О-о. Окей, моя посередине. Ух ты, что за фишка полезная? Багаюз какой-нибудь? Да ладно, серьезно? А, полезная, но не багаюз, да? Хорошо. Так, топливо закончилось. Зашибись. Что-то быстро топливо вышло. Так, у меня, в принципе, здесь один столбик только остался. Как до него добраться, блин? Попробуем, наверное, сейчас вот это раздолбить. Так, пацаны, короче, смотри, задача такая. Нужно сейчас компонентов нафармить. У меня там немного не хватает. И уровень крафтбота увеличить на 1, там, до 5. У меня там, по-моему, штук 16 где-то есть.
Один у меня в кармане. Ну, короче, где-то 17, наверное. Надо еще 3 где-то найти. Надо посмотреть, что там на 5-м уровне этого краудбота. Я все жду, когда же эти пушки там появятся, картофельные, да? Вот. Если они там есть, классно, будет просто офигенно. Да, хорошо. Так, ну что, и вот еще немного, да, у нас здесь. Так, я снова здесь.
Так, что там, все у нас, да? Давай сейчас еще немного побурим. Да, осторожнее, осторожнее, сейчас завалит тебя. О, отлично. Все забито, да? Ага, все. Поеду, отвезу. Что-то я на камень наехал, что ли, блин. А, точно. В темноте не видно нифига. Что за фишка? Давай, показывай. Так, а как ты это сделал? Чё? А, все, я понял. Ты, короче, кинул кукурузку им-то наверх, и они здесь, типа, трутся, да? Классно. Теперь не надо коров искать. Ну, офигенно. Так, мне надо с хавкой позаморачиваться. Так, у меня 6 кукуруз есть. Пойду сейчас молока сделаю себе. О, спасибо. Так, что дальше? Что у меня с бензином? Две канистры всего топлива. Это маловато, значит. Если мы планируем дальше фармить, надо еще сейчас бензина сделать. Да я сейчас тоже с утра тоже сам пойду. Сейчас рассветет, и я тоже поеду. Точнее, пойду, наверное. Машину здесь оставлю. О, отлично.
Так-то она у нас заправлена, в принципе, еще на день ее хватит поработать, но сделаем запас на всякий случай. Потом не мотаться. Нужно изучить техническую возможность строительства на воде. Проверить, возможно ли это. Если возможно, то как это сделать лучше. То есть, короче, грубо говоря, надо взять кирпича и попробовать построиться. Вот. Нужно ли тащить, допустим, столбы со дна, либо можно с берега это сделать. Короче, вот такую вот надо понять тему. Тут в центре вот этого нашего озера есть камни. Может быть, их взять за основу, как вариант. Ну, давай, братан, давай, если что, подходи. Сделать для начала платформу какую-нибудь, да, такую, ну, средних размеров, наверное. И, может быть, поперетаскивать туда все. Ну и потихоньку вырисовывать план строений. Если ресов, конечно, хватит. Отлично. Ой, как хорошо. И так-то, по сути, только одно направление нам надо будет прикрыть. И все. А если у нас будет еще мост какой-нибудь раздвижной, либо это погружной, то вообще ничего не надо будет прикрывать. Мы его просто опустим, там все будет это расти спокойно. Не, вот они не смогут добраться до него, наверное. По крайней мере, те роботы, которых я видел, они точно не могут через воду ничего сделать. Может быть, там еще какие-то есть.
О, все работает. Вот. Тик. Спокойненько можно строиться. Так, делаем, значит, топливо и клея. Все топливо на пару дней есть, поработать. Уже хорошо. Даже больше, наверное, дня на 3. Ух ты, блин. Подожди, подожди. Минуточку. Неожиданно. Так-то. Так, короче, я беру кирпича. Вот. И пойду попробую что-то изобразить. Да, спасибо за подписку, добро пожаловать. Я вот думаю, если, конечно, вот эти камни использовать, то это надо по-любому по самому верху строить платформу, да? Не высоковато ли у нас тогда получится? Либо не использовать эти камни, не брать их в расчет вообще и где-то в стороне. Дугой вниз. Это как? Я хочу, ну, как бы, чтобы их не было видно, эти камни, они меня бесят, если честно. Но очень много ресурсов потребуется, чтобы их скрыть. Вот. Либо мы тупо вообще вот где-нибудь вот в стороне делаем, да и все. Как-то так. Я все-таки склоняюсь, да, ко второму варианту. И можно даже недалеко от берега делать.
она далеко и не нужна, в принципе. Что, он по десятке только делает? Блин, а я думал, короче, это... Можно без... Ну, как бы по количеству того, что есть в инвентаре. А он полоску только по 10 выкладывает. Или по 16. Так, ну вот так, я думаю, нормально будет. И все, отсюда уже пойдем потихоньку. Да, еще к этой системе строительства надо привыкнуть. И кирпича потребуется достаточно много. Ну и типа вот здесь вот такой мост, короче. И придумать механизмы для того, чтобы его либо погружать, либо поднимать, либо разводить, ну что-то такое. И все. И они не доберутся до нас вообще никак. Наверное. Да, хорошо, давай. Я пока кирпича покрафчу. Блин, надо второго краудбота делать, потому что объемы большие. Либо подключать к нему сундуки. Да, ну тут 10 компонентов многовато, конечно. С 16, 17. Проще, наверное, пару сундуков сделать. Ой, зачем я эту нажал? Эту не надо. Блин, а как отмену сделать? Отмена, отмена. Блин, нифига не отменяет.
Так, а по ширине нам надо сделать такой, чтобы у нас тачка смогла туда заехать. Надо сейчас протестировать. Правда, уже темнота наступает. Как всегда, у нас ничего не видать. Так, сейчас мы вот здесь вот добьем. Окей, я тебя понял. Так, а мы, в принципе, ее можем же вот просто перенести. Зачем нам пытаться туда заехать? Нам главное понять, что она у нас по габаритам помещается, и все. Ну, впритык вообще просто. Надо, наверное, пошире делать. Прям впритык. Надо, короче, расширять малец еще. Потому что если вдруг мы еще сделаем получше машину, она, скорее всего, будет немного пошире. Так, куда ты поехал? Давай вылази, все, хватит. Есть у меня уже задумки определенные по новой тачке. Надо ее делать универсальную в некотором роде. И грузовую, и для добычи, и для перевозки людей. То есть это как минимум 3 посадочных места, 2 вот под такие, 2 места под такие контейнеры. Вот, потом один будет манипулятор для пилки и для бурения. И отдельное будет место управления этим манипулятором. Короче, 4 посадочных места и 2 вот таких вот, как минимум, наверное, надо. Довольно такая будет большая тачка. Вот. Пока она мне только в голове. Так, ну что, может, с утречка метнемся, там полутаем, по зданиям погоняем. Добьем компоненты, чтобы на 5-й уровень наш дропбокс прокачать. У нас 17 у меня есть, короче, еще 3 надо добыть и все. Ну и остальное лишним не будет. Долго крафтится, конечно, блин. Надо, наверное, второй крафтбокс сделать. Крафтбот.
Что, ты зарядку делаешь, что ли? Так, у нас еще вот здесь вот куча семян, кстати говоря. Так, вот еще, во-во-во, забыл морковку. Что такое, что-то не пойму. А, микросхема, подожди. Ну смотри, короче, я тебе покажу. Вот сюда, короче, сельхозпродукцию и все, что с ней связано, в этот сундук. Электроника, короче, вот сюда, в верхний. Но она, правда, уже забита, блин. Надо что-то уже новое искать. Вот. Либо, да, надо новое скрафтить уже, потому что здесь все забито. Так, топливо заберем. Это я скину микросхемы сюда. Пока так. А внизу вот здесь вот, короче, стройматериалы. По возможности. Так, ну что, у нас готовность номер 1. Сейчас уже рассветет. Прыгаем в тачку и погнали. Топлива у нас достаточно. Руки у нас на месте. Наверное. Что, готов? Поехали. Блин, надо было сидушку тебе сделать, конечно, но... У нас там, я не помню, хлопка есть или нет. Что, сваливаешься, да? Да, попробуй где-нибудь здесь. О. Давай вот этот сейчас, который слева. Придется вручную драться, воды я с собой не взял. Осторожно. Слушай, а по друг другу идет, проходит урон, нет?
Надо протестить. Что у нас? Малыш сюда даже зашел. О, 3 ящика целых, прикинь. Так, все, компонентов мы уже набрали нужное количество. У меня уже 2 на руках. Короче, 20-ка есть. О. Так, ну вроде пусто. Погнали дальше. Помпки-то это микросхемы, которые? Или желтенькие? Так, давай здесь, короче, землю и семена. Остальной хлам, в принципе, не нужен. Что-то не густо. Ладно. Че, табличку решил снять? Слушай, подожди, а вот это вот у нас случайно не месторождение никакое, эти камушки? А то что-то как-то они подозрительно. А вроде нет. Все, насобирал? На дальняк сейчас вам попробуем доехать. Там вроде башня такая нормальная. Давай здесь тоже пособираем, как обычно. Что-то у меня вообще ничего нету. Странно.
Идет. Так, здрасте, иди сюда. Так, а это наше озеро? Я что-то не пойму. У нас камни же такие же, да? Похоже. Так, надо похавать. Классно, что он не переагривается, когда его бьешь со стороны. Надо этим пользоваться. Тебе что, хавка нужна? Места нету. Нормально так падает пока. О, друг. Да, окей, хорошо. Так, сколько у нас уже компонентов? Неплохо. 24. 18 дома, 6 на руках. Нормально. Че, пусто? А еще 6, да? 30-ка в итоге. Нормально. Так, тачка вон она вот там. Можно побурить, кстати, вон месторождение есть.
Если что. Да, добрый вечер. А вот этот, который погорелый такой стоит, там древесный уголь может бывать. Он, короче, это сгоревший лес. Древесный уголь нужен для того, чтобы крафтить металлические блоки второго уровня. Ну и третьего тоже. Тоже полезная вещь. Можно сказать, изгонять... Да, тут ничего нет, это я знаю, да. Можно сгонять вон туда, вот вдали. Вот видишь, там вдалеке такая огромная постройка. Я там был, короче, сегодня. Но там без пушек делать нечего. Там опасно. Там эти роботы стреляющиеся, блин. Поэтому поехали, наверное, налево. Сейчас заодно проверим, тачка в горку заедет или нет. Вообще мощность там не на полную выставлена. Все, проседает, проседает. Давай, 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 давай. Все, сдохло. Ладно, погнали, добежим. Просто если мощность сейчас прибавить, она с пробусовками будет ехать, блин. И будет токийский дрифт. Так, вижу одного. Еще один нарисовался. Блин, не могу пройти мимо всего, что блестит. Вот прям жаба душит. Так, где у нас тут лесенка? Вот она. Так, у меня есть один фонарь, короче. Если чё. О, я вижу внизу еще один ящик, но там робот. О, апельсинчик. Блин, я сегодня нашел семена апельсина, короче, и я их потерял. Ну, как потерял? Я, короче, их просто выкинул не так, вот как выложил ты сейчас на стол, да? Просто выкинул из инвентаря, думал, они не пропадут. А они пропали, прикинь, апельсины, это же вообще ценный продукт, они столько утоляют и воды, и жажды, и голода. Вообще офигенно. Вот я теперь не знаю, где их брать, эти семена. Так, Little Devil, привет. С вилкой понял, с проводом понял, большой красный с косой видел, да. И стреляющиеся там, да, еще? Сколько их всего? 4?
вдалеке сундук. Вижу. Я сегодня столкнулся с большим. Бежал за шмотками. Смотрю, что-то кто-то кидается какой-то фигней, и это разливается, короче. Как такая жидкость. Фиолетовая, что ли. Поворачиваюсь, а там такая громила стоит, короче. Я давай от него драпать, блин. Только пятки сверкали. Еле убежал, короче. Но успел. Думаю, нет, больше я, короче, в эту сторону не пойду. Так, давай мощи накинем. Отлично. 5 баллов. Да, спасибо за подписку. Этот робот появляется вблизи больших зданий, про которые я говорил тебе раньше. Ну, наверное, да. Просто я ночью бежал. Я вообще не понимал, где я нахожусь. И он еще и со спины появился. Все, я там делался, короче, по полной программе. Чё? Чё? А, светячку? У меня тоже есть. Одна. Теперь 2. Так, ну чё, прыгаем. Сейчас, если она... Блять, она сейчас опять перевернется. Зашибись. Покатилась. Надо сделать такую конструкцию машины, которая бы при перекатывании становилась на 4 колеса. Как неваляшка. Надо продумать. Так, вот куда теперь ехать, я хрен его знает. Сейчас будем как-то разбираться. Что-то я не понял. Погоди, что-то она вообще не реагирует у меня ни на что. А, топливо. Сейчас закинем. И почему-то мощь на нулях. Непонятно. Все, поехали. Так, погоди, а что у меня... Управление с движком слетело, что ли? О-оу. Как так-то? Поехали. Так. В горку хрен, да? Что там сзади? Ничего не видать. А, вот дорогу вижу, все. Ой, ё-моё. Так, давай, короче, я лучше перетащу, потому что мы так долго будем ехать. Так, ну что, на месте? Все, поехали назад. Прокачиваем крафтбота до 5 уровня и смотрим, там появляется у нас картофельная пушка или нет. Блин, ничего не видно вообще, просто еду наугад. Так, ящик. Мимо ящика не можем мы проехать. Вон там еще один.
Да, добро пожаловать, спасибо за подписку. Так, нам направо здесь, насколько я помню, потому что мы налево поворачивали. Я точно не знаю, правдивая инфа или нет, но где-то рядом с заправкой есть место, где в клетке сидит дед и может делать пушки. Я тоже видел, короче, эту тему, я ролики смотрел. Где-то есть магазин. Вот. И там реально сидит дед, который торгует всякими этими ништяками. У меня есть подозрение, что, короче, пушки крафтить типа нельзя. Они типа только продаются. Но я не уверен. Вот. Но дед точно есть. Где он, не знаю, надо искать. И у него там целый магазин, короче. Попробуй догони. Ай-яй-яй, не заеду. Да, окей, я тебя понял. В области заправки... Так, сейчас надо мощи кинуть на движок, а то что-то у меня не заезжает он в горочке. Блин, так вроде мощь-то нормальная стоит, чё не заезжает? Давай. Во, пошел, залетает, смотри-ка. А он написал, что он соло добежит. У него какие-то дела, короче, он что-то еще хочет полутать, видимо. Вот сейчас движок на максималке работает, ну, по крайней мере, до того уровня, до которого он прокачан. Сейчас просто ралли. Вау. На повороте можно просто перевернуться. Почти, давай. Неплохо летит. Как стрела прям. 15 кейсов, офигенно. Так, надо сейчас посчитать в сумме, что у нас получается. Почему я говорю, вдвоем-втроем быстрее все дело пойдет? Потому что ты не один лутаешь, а вдвоем это уже гораздо все быстрее получается. А ты знаешь, я хочу новую тачку заложить и сделать новую, чтобы вот эту вот не переделывать. Вот, и уже там будет все с подвеской, как положено. На 4 сидячих места, 3 точнее будет, наверное, или 2, наверное, будет для команды и одно для управления буром. Вот такую хочу сделать. Вот. Опа, неожиданно. Кто, что тебе нужно? Фух. Почти убил он меня. Макс, эти ящики нужны для того, чтобы автоматически грузить на них ресурсы. То есть, если мы едем добывать камень, да, вот этим вот буром, вот, у нас в конце получаются такие бруски, вот, которые, если они близко находятся с этими ящиками, они автоматически туда складируются, и тебе не надо каждый, короче, брать и закидывать. То же самое с деревом. Дерево, когда рубишь, там тоже бруски получаются, и они тоже автоматически туда залетают. То есть ты проехал тупо, они все собрались и поехал на разгрузку. Ну, сейчас мы, короче, вот у нас как раз сейчас 8 утра, я сейчас там разгружусь, и можно будет сгонять на добычу камня. Так, надо вот это все пособирать.
Так, итого, что у нас получается? 7 у меня на руках. Да, где остальное? Ага, вот здесь вот у нас остальное. 20-ку сразу закинем. Апгрейд. Чего этот апгрейд дает? Все, это максимальный уровень, да, я так понимаю. О, привет же, пожуй. Че, как сам, как дела? Да, конечно, да, Дэвил, я знал, что некоторые деревья большие можно пилить только пилами, и там выпадает древесина 2-го уровня. Я уже это делал, добывал, и там из ствола 4 бревна получается, а не 2, как в обычных деревьях. Короче, ну что, мы прокачали крафт до 5-го уровня, ничего нового я не вижу пока. Я думал, что у нас сейчас пушка появится. Но она так и не появилась. Значит, все-таки дед торгует пушками. Придется деда искать. Опа. Не-не-не. Поделись, пожалуйста. Очень интересно, что за игра, какой жанр. Что там надо будет делать? Очень интересно. Так, хавки у меня нет. А, есть еще немного. Классно. А, еще апельсинчик у меня. Супер. Поехали, продолжим. Сейчас раскидаем вот эти кирпичи. Платформу нашу продолжим. Потихоньку надо строить. Что такое JRPG? Ну, RPG я понял, а J что значит? Короче, вот этот мост надо будет сделать какой-то либо раздвижной, либо погружной, либо подъемный, чтобы сюда роботы не смогли пройти. Вот, надо подумать, как это все будет выглядеть. Так, вот, короче, получается, если мы вот до сюда доходим, да, и у нас вот здесь вот продолжение будет. Так. Так. А вот здесь вот тогда, получается, у нас будет вход. Вот так вот, допустим. И это будет, короче, основание под колонну. Так, раз, два, и вот так вот. Сечете? Вот так вот. Тут такую сделаем, короче, типа арочки по красоте. Вот. Нормально, наверное, будет. Главное, чтобы тачка у нас сюда заезжала. По габаритам. Так, симметрично у нас все. Симметрично. Классно. Так. Ну и надо дальше продолжать нашу платформу эту. Была у меня такая идея, она, в принципе, и есть. Вот, но я сделаю, наверное, будет над водой основная, и под водой мы что-нибудь тоже придумаем однозначно. Так, JRPG — это жанр игры, в котором битва пошаговая. К примеру, ты бегаешь сюда, и вдруг на тебя нападают, а ты его атакуешь, после атаки он в тебя. Кидай фаербол. Ну я понял, типа это пошаговая фигня, да? Ага. Ясно.
Давай, что дальше? Так, что у нас здесь? Да, спасибо за подписку. Вот теперь вот здесь вот надо все это продолжить. Добро пожаловать. Блин, очень много кирпича придется крафтить. Надо что-то придумать с крафтом все-таки. Как-то это ускорить этот процесс или, блин, еще одного крафтбота сделать. Конструктор игр, как называется? Скажи, я много каких знаю, может быть, я слышал о нем. Я тебе скажу, хороший или нет. Да, привет, привет. Мне вот интересно, а воду-то можно будет как-то убрать или выкачать ее, если мы, допустим, здесь под водой что-то построим? Вот, от воды-то можно будет избавиться? Просто если нет, тогда и смысла нету делать подводную базу. Почему экран черный, стрим не видно? Ребята, у кого-нибудь еще черный экран и стрим не видно? Просто как бы у меня все нормально. RPG Maker MV. Нет, я про такой не слышал. Но, наверное, хороший. Так, погнали. Тут, короче... Кто-то спрашивал, для чего мне эти контейнеры. Давай сейчас мы, короче, покажем, как это работает. Слушай, не знаю, почему у тебя черный экран. Вот. Вроде как бы все нормально. У всех все работает, никто не жалуется. Жопажуй, но вообще сам факт того, что ты заинтересовался игроделом, это очень хорошо. И кто его знает, может быть, у тебя получится хорошую игру сделать. Так, вот, короче, у нас... Сейчас мы вон того робота раскидаем. Ой-ой-ой, здрасте. А это его мама, да, такой? О, классно. Так. Короче, вот смотри, у нас, допустим... ну может быть у него этот... он с телефона, если смотрит, да, могут быть проблемы. Короче, вот смотри, у нас, допустим, месторождение камня, да? Мы включаем бур и начинаем бурить. Тын-тын-тын. Так вот, прям бурим. Ждем, пока он разломается. И вот у нас куски поотлетали, да? И мы такие выключаем бур. И вот это вот сейчас додолбаем, короче, и увидишь, такие будут бруски. И вот смотри, видишь? Брусочек сам залетел в этот контейнер. Все. И вот они все так и залетают, если они находятся рядом. Чтобы по одной не таскать, очень удобно. Последний оставил бы, да? Не такой плохой вариант. Да, незаконно рожденный. Претендент на трон, никому неизвестный, да? Топливо закончилось, ребята.
Да как так-то? Недавно же было полное. Что за фигня вообще? Жрет как не в себя вообще. Прожорливый мотор такой. И тоже, братан. Блин, у меня есть такая задумка вообще по тачке. Ой-ой-ой, сейчас меня придавит. Но мне для нее нужно много металла сделать. Я хочу сделать как бы низ из кубиков металла. Вот. А верх сделать из труб. Рамный каркас такой. Вот. Но я пока до конца не представляю как. Просто в голове есть идея. И все. Сделать там нормальную подвеску. Так, у нас тут гоп-стоп. Сделать поршневой двигатель на 3 поршня сзади. Чтобы топливо не тратить. Правда, не знаю, насколько это будет мощным он. Если, блин, тяги не будет хватать, придется что-то думать. Вот. Я понял тебя, брател. Давай, короче, заходи, залетай. Всегда рад. А, я думал, ты из игры выходишь. Ладно, окей, я понял тебя. Ага, но все же борьба за средневековый трон это тоже банальщина. Вот пример наполеонской битвы. Вот это круть. Ну, да, наверное, ты прав. За трон борьба это банально. Но можно какую-нибудь интригу придумать. Какую-нибудь, знаешь, такую, типа, борьба за трон. А вот в конце окажется, что трона нету. Это все матрица. Человеку внушили, на самом деле, не то, что происходит на самом деле, он, короче, вообще в другом мире находится. Вот, что-то типа этого. Он, короче, проходит полностью квест в плане, что пытается бороться за трон, проходя через все невзгоды и препятствия. В конце, когда он достигает своей цели, выясняется, что это все иллюзия. Никакого трона не существует в реальности. Вот. И его обманули жестко. И он начинает мстить своим обидчикам. И пытается разрушить все это. Это тоже банально на самом деле. Но тут хоть какой-то есть сюжетец. Так, что у нас там? Еще немного осталось, да? Да как так-то, блин? А что он меня... А, блин, я же этот... Я думаю, что он меня так... топливо-то жрет сильно. Я же мощность-то не поменял, я его не уменьшил. Вот он и хавает его от души. Ясно. Чем выше мощность, тем быстрее топливо уходит. Но это логично.
Так, ну все. Типа у главного героя биполярочки. Ему казалось, что он убивает рыцаря, оказывается, что он бил беззащитных граждан. И в зависимости, он бегал с битвы или же убивал, будет концовка. Ну, кстати, прикольная тема, да, может зайти. Только главное никому не рассказывать об этом, а то будет неинтересно. До конца надо. Что там? Все, да, у меня еще есть топливо. До конца надо в секрете держать, как бы, смысл. Без спойлеров. Так, у нас тут... Хотя у нас, наверное, уже хватит. Мы сейчас забьем полностью. И нам надо будет возвращаться сюда. Так, и все, еще одну. Все, максималочка, все, погнали. Ну вот, смотри, мы нагрузили, короче, у нас здесь какая-то часть камня, какая-то часть металла. Мы сейчас это все привозим. И у нас есть такой вот переработчик. Мы все это ему скармливаем, и он нам делает блоки. Так, вот это забираем. Блин, я не то снял. Я снял свое сиденье в очередной раз. Стой, тачка, стой, стой, стой. Так, надо сейчас ее вывесить на этот, чтобы она не укатилась. Она меня задолбет. Так, это. Все. Так, теперь смотри, мы вот это снимаем и вот сюда ставим. Так вот, без разницы, короче. И он, короче, начинает все это дело перерабатывать и делать вот нам вот такие блоки. По красоте все. Так, давай второй тоже закинем. Все, это вот так вот все будет работать. Так, а мы сейчас... Куда ты, бля, поехал? Стоять. Команды ехать не было. Так. Давай пропишем, короче, опять связи, а то он у меня тут потерялся совсем. Проверяем. Поворачивает у нас правильно? Правильно. Едет? Едет. Ну все. Шикарно. О, время у нас уже сейчас рассветет. Отлично. Погнали. Сейчас закидываем еще на кирпич. Пойдем продолжать базу расширять. Где у нас кирпич? Блок. Кирпич. Камень-то не взяли. Ой, все поток мыслей в моей голове уже не остановить, помогите. А ты его записывай же, пожуй. Ты что, ты потом все забудешь. Все надо записывать. Просто тупо кидай все, что приходит. Да, сейчас. Накидывай на бумагу все, что приходит в голову. Бумага все стерпит, там не обязательно, чтобы что-то было толковое. Потом выберешь. Так, 25. А на что нам их потратить? Сейчас я посмотрю. Нет, на кнопку нам надо вот сюда. Вот так вот. Раз, все. Сейчас проверяем, работает. Да, все работает. Окей, спасибо. Так. Блин, у меня полный инвентарь. Некуда складировать все это дело.
30 блоков, блин. Короче, это... Можно, в принципе, заморочиться уже с новой тачкой. 30 блоков это уже очень даже неплохо. Даже складировать некуда. Так, сейчас я, наверное, еще один сундук сделаю. Где-то клей у меня был. Сейчас. 40 металла, клей есть, да? Может быть, тогда большой сделать? В принципе, почему нет, да? 60 металла надо всего лишь. Большой сейчас сделаем. Всего 60 металла. Так, апельсинчик сюда, я его съем. Да, давай, потому что на Твиче тут в формате источника только вещает 1060, и это может тормозить. Ой, 1080. А на Ютубе там нормальное качество, можно выбирать. Поэтому в этом плане YouTube лучше. Я не знаю, почему Twitch стал резать раньше, потому что нормально все было. Ну, видимо, потому что нагрузка увеличилась из-за самоизоляции. Вот, и они начали резать, короче, эту возможность. Халамчик, привет. Так, забираем. Делаем наш большой сундук. Все. Сейчас мы все туда поскидываем, всю электронику, короче. Все у нас будет нормально. Прям всю электронику туда. А что там такое? На Твиче разве есть комменты? На Твиче, по-моему, нет комментов, нет? Или я ошибаюсь? Так, кидаем всю электронку сюда, короче. Так. Ну что, вроде бы маленько разгребли, да? Вот это еще надо. Ну да, я и говорю, Twitch лагает, потому что если у вас интернет-соединение не очень, то Full HD как бы будет тормозить. Поэтому такая вот фигня. Так, что еще? Вот это сюда. Какой-то я блок сделал, короче. Что за блок? Зачем он? Просто белый. Ясно. Так, все я поскидывал. Вроде бы все. Электронику, по крайней мере. О, кстати, хлопок есть. Можно нормальное сиденье сделать. Офигенно. Так, ну что, кирпичи у нас есть? Давай продолжим мы их крафтить и пойдем потихоньку базу расширять. Нашу базу. А
Можно и тачкой заняться, в принципе. Не знаю, чем даже заняться, блин. Но тачка это такой творческий процесс, мыслительный, блин, долгий. Не знаю, будет ли это вам интересно. Тачку все-таки предлагаешь, да? Я все надеялся, что здесь скошенные блоки появятся, но их почему-то здесь нет. И непонятно, будут ли они здесь вообще. А вроде русской копейки. Ну, можно было бы, конечно, но я не знаю, есть ли смысл вообще в этом. Так, чисто ради прикола. Но время тратить не хочется на самом деле. Вот, хотелось бы все-таки сделать то, что задумал. Так. Короче, нам нужно тогда делать вот эти блоки сейчас. Немного у нас здесь получается. Надо воду, вода нужна. Да, братан, я только сейчас увидел то, что написал. Держи. Федор у меня до хрена. Je peux jouer avec toi? О, понеслась. Спам, спам, спам. Ты хочешь поиграть со мной? Почему на французском? Ты француз? Non. Зачем на французском пишешь? Так, погнали. Скинем, короче, кирпичики наши, чтобы они у нас место не занимали. У нас здесь будет просто мега база. Просто мега. Это стопроцентная гарантия вообще просто. Я думаю, даже, наверное, надо столбы увеличить. Вот так вот сделать. Так. Так. И вот так. Или хрень. Что-то не очень. Не нравится мне такая фигня. Ладно, давай, короче, платформу раскидаем сейчас. Так, все. Закончился кирпич у нас, да? Еще два осталось. А чё криво-то, чё криво? Нормально все? Все, я понял. Блин. Мне в эту сторону надо было расшириться. Вот это я тупанул. Так. Да-да-да, я понял.
Так, халамчик перешел у нас на французский. Видимо, хочет нас удивить тем, что он его знает. В чем я лично сомневаюсь. Он просто, наверное, Google Translate залез, да? Во. Пик, пик. Вот это сейчас мы тоже поправим. О. Бим-бим. Так, все, окей. Блин, придется большую платформу делать, потому что то, что я задумал, я даже боюсь, что мне вот может места не хватить. Хотя... Будем в сторону расширяться, значит. Да я знаю, что он хочет со мной поиграть. Я понял то, что он написал. Просто если он реально француз, ну... Я не знаю, как мы с ним будем общаться. Так, вот если мы, допустим, сделаем вот такой формат, то есть это у нас будет один из отсеков, короче, для погрузки. Вот, но... Ну, естественно, здесь я еще, короче, сделаю, типа нормально этот будет обрамление из труб, тут все дела. Я вот просто думаю, если вот именно вот в таком порядке это сделать, не последовательно друг за другом, а рядом, то ты нормально же будет. В принципе, разницы никакой. Я так думаю. Вот. И, естественно, ее пошире сделать. Это само собой. Просто она не длинная ли получится в итоге, блин, потому что... А что неровно? Вроде все ровно. Не, ты здесь не смотри, здесь еще будет это, достраиваться. Мне просто здесь блоков не хватило. Так-то они просто должны рядом стоять и все. Это я низ еще доделаю, это херня. Вот. Меня главное интересует, вот если вот так вот поперек их поставить, нормально будет? Может быть... Ладно, короче, сейчас это... Я еще накрафчу этих блоков, я еще накидаю, покажу. Так, нам нужна на уголь и вода, и ведра, да? Все. Подвесочку нормально сделала, правда, движок. Вот движок надо это... Блин, надо было от движка отталкиваться, блин. Потому что он будет габариты определять тачки.
Не-не-не, я... я не говорю, что ты не можешь. Просто так бодро написал, типа, знаешь французский. Так, я хотел взять металл. Металл, короче, по максимуму 5. Это получится у нас 50, да? Почему нету здесь половинчатых блоков треугольных? Почему они в креативе есть, а здесь нету? Мне непонятно. Да, да, я вижу. Сейчас, подожди. Сейчас должен был пойти, я сейчас включил. Идет, нет? Что-то у меня этот коннект оборвался. Ладно. Я вроде все. Нормально сейчас. Так. Давай нам вот таких еще. Водички нету, да? И у меня инвентарь полный. Ясно. Ясно, понятно. Так, а кирпичик ты мне можешь сделать? Это что такое появилось у меня? Опа, почему на русском? Не понял. Ну-ка. Английский. Вот ты, наверное, на русском написал имя, да? Потому что я что-то над головой у тебя его не видел. Так. Давай поскидываем лишку. Освободимся. Ясно. Ну, я тебе докладываю, у тебя над головой крестики. Если что. Да, я понял тебя, хорошо. Так. Блин, а тут очередь общая, да, в крафтботе? Не очень удобно. Блин, надо второе делать однозначно.
Да, только что об этом сказал. Надо делать второго. Однозначно. Пойдем посмотрим, что нам надо. Потому что, блин, если столько крафтить, это, конечно, долго времени займет. Так, 10, 10, 9. Ну, это все у нас есть. Давай сделаем. С этим у нас проблем нет. О, Кэп, привет. Ты чё, где пропал-то вообще? Движок. Так, сейчас, подожди, я посмотрю, что там на него надо. Движок, смотри, 5 нефти, 5 микросхем, 3 компонента. Ну, в принципе, короче, в нефти надо. Только нефть, 5 штучек надо плыть. У меня ее нету. А остальное есть. Это есть, это есть. Как заставить медведя летать? Ну, не знаю, посадить на катапульту, например. Так, у нас второй крафтбот готов. Ой. Неправильно. О, красота. А, да ладно. Блин, он бесполезен, если он не прокачан, блин. Короче, так... Тут только есть, короче, какие-то элементарные делать вещи. Блин. Да. Так, ладно, я за нефтью. Есть у меня там свободное. Кстати, надо кирпичи тоже раскидать. Да ты знаешь, сколько надо компонентов, чтобы его прокачать? Ты чё? Это беспредел вообще. Просто. Да их уже немного, у нас там уже 20-ка осталось всего. Ты чё? Все, уже потихоньку все уходит. Так, нефть, да? 5 штучек. Опа. Все, братан, нефти собрал, сейчас движок тебе состряпаем. Ты что, там тачку собираешь, что ли? Кэп, для того, чтобы ускорить крафт. Вот, потому что один не справляется. Так вот подходишь, допустим, втыкаешь крафт кирпича. И все, и он занят. Он пока его сделает там, короче. А здесь тоже можно еще пару воткнуть. Так. Черт возьми. Так, делаю движок. Он, правда, долго кратится. 1,5 минуты целых. И мне нужно еще, короче, одну рессорину сделать.
Но это еще 2 нефти. Вот надо было брать еще нефть. Нефти много не бывает, блин. А то взял ровно 5. Зачем 5? Надо было больше брать. Так, теперь я вот думаю, как нам еще вот здесь вот сбоку сделать ряд все-таки, чтобы по ширине она такая была. Немного пошише. «20 секунд, братан. И движок будет готов». Так, ничего себе у тебя тут драндулет. Серьезный. Так, я пошел за нефтью, мне надо еще одну рессорину сделать. Про подводные пещеры с коробками, да, да. Но я только одну нашел, я не знаю, если еще вот здесь вот где-то в центре водоема есть там одна пещера, там регулярно спаунится 2 коробки. Одна даже золотая у меня один раз была. И я там вытащил семена апельсина, блин, и благополучно их потерял. А апельсинчики вообще такие классные. Они столько восстанавливают здоровье. Ну, точнее, голод и жажду. О, Бутман, привет. У тебя очередной аккаунт, что ли, новый? Так, мне нужны ресторины. Еще, короче, 3 штуки. Где найти пух? Пух или хлопок, братан? Потому что про пух я ничего не знаю. Я знаю про хлопок. А что это такое? Ну нет, такие желтенькие, как на апельсины похожи. Что это может быть? Разве не апельсины? А, хлопок, смотри, я тебе скажу. Короче, тупо вот если ты будешь идти от этой мастерской. Вот, идешь, короче, прям по диагонали, вот так вот. Вот в сторону ключа, вот туда вот. Через лес. И там в лесу найдешь по-любому хлопка, там его навалом. Так, я хотел сделать эти канистры.
А не, синие ягоды это голубика она называется или черника. А то именно апельсины. Так, нам вот этот вот нужен. 20-очка. А, да ладно, то есть тут еще и разная генерация? Фига себе. Ты серьезно? Неплохо. Если так. Так, закидываем, короче, рессоры сюда, пока они нам не нужны. Что у нас в итоге осталось? 5 блоков металлических, да? Что-то больно дорогая у меня конструкция получается вообще просто. Ну, в смысле вода тратится от того, что... Нет, это я делаю эти канистры. А, ты про эту воду? Все, я понял. Так, то есть надо меньше бегать, да, ты предлагаешь? Окей. Так, где у нас трубы, трубы, трубы? Сейчас.
Так. Что-то типа этого, наверное. Так, надо еще заказать. Я тачку делаю новую, братан. Новую тачку. Так, надо мне с водой заморочиться, а то у меня сейчас накроет меня, блин. Где там наши волшебные коровы, которые тусят в одной точке? О, уже загончик готов, смотри, как классно. Красота. Ну чё, ездит она у тебя, нет? Ну-ка, покажи свой концепт-кар. Ну офигеть. Мотоциклетный поставил? А, ясно. Слушай, ну почти Харли Дэвидсон, е-мое. Класс, нормально. О, Искорка, привет. Чё, как дела, как сам? Продвинулся ты там? Да, почему нет? Заходи. Добавляйся, друзья. И ник такой же в стиме. Так, где мой заказ? Надо забрать. Так, что-то типа этого. Это будет типа грузовой платформы, в общем. Как вот дальше теперь сделать так, чтобы, блин, нормально было? Как быстро они заканчиваются, слушай. Да не, прицеп... Не хочу прицеп делать. Искорка, лучше ты меня найди, панда вон ступлей, все маленькие буквы.
Ну, потому что как бы сейчас на стриме тебя искать, но это не камильфо, наверное. Тут ребята смотрят, а мы сейчас будем тебя искать. Так, погнали. Да-да-да, все маленькие найдешь. Так, вот сюда, кстати, можно контроллер засунуть, чтобы его не видно было, если что. Да, звучит как название фильма. Как название новой игры РПГшной. Так, как мне теперь перейти на место управления? Так, все, вижу, сейчас, подожди. Не, фонарики, само собой, как же без них? Ты что? Фонарики — это святое. Творческий кризис, короче, все. Чуть за бараньи рога такие, блин. Хрень какая-то. Нет, это убираем, точно. Да, спасибо за подписку. А, хоть какой-то человек нашелся, который нашел крафтбот. В смысле? Зачем искать крафтбота? Его не надо искать, его надо крафтить. Вот у нас уже 2 стоит. Один до 5 уровня прокачан, другой нулевой. Так, что я думаю вот здесь вот сделать? Наверное, вот так вот. И вот здесь уже саму платформу сделать. Для кресла для нашего. Короче, сейчас. Сейчас я кресло сделаю для прикидки. Секунд. Ты про какой двигатель, Вова?
нас тут пока еще двигателей нет, если ты про эту тачку. А здесь у нас обычные стоят. Но надо переходить на альтернативные. Давай за лутом сгоняем, почему нет? Только хавки надо взять. Так вот. И здесь будет еще рядом пассажирская. Типа он про то, что ты один из ютуберов, кто нашел крафт-бота и что в нем есть норм двигло. А, ты про это? Ясно. Да ладно, что на ютубе что ли никто не стримит для эту игру? Серьезно? Так, я скидываю, короче, давай и поедем. Поедем. Сейчас я все скину, что нам не нужно. Так, это оставляем. Один движок у меня полностью прокачан. Второй не вижу смысла, потому что он у меня на бур. Так, это все туда. Заливаем. Нафиг это все нам здесь не надо. Еще забыл вот это тоже. Так, это вот сюда. Все, я готов ехать. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Так точно, капитан. Будем с собой брать эти? Или не будем ничего бурить, да? Просто, наверное, полутаем, поездим. Ты на своей поедешь? Надо мощи поубавить. На своем суперском драндулете поедешь? Так, там связи нормально поставь, чтобы все работало там. Чтобы там ДТП не случилось. Чтобы ГАИ там техосмотр прошел, все нормально, чтобы было. ПТС выдали тебе? Все, СТС есть? Бенза нет, я тебе могу дать бенза. У меня есть бенза. Так, сейчас я свой заправлю, чтобы у нас не было проблем с ним. Этот на всякий случай сюда. И этот сюда. Все, на. Я знаю, что камень можно перерабатывать в бетон. Да, это я знаю. Я, правда, его еще не делал. Я не знаю, как он... Точнее, понимаю, как он делается. Я не знаю, что он из себя представляет. Как он в стройке, короче, применяется. Ого, у него, смотри, полетела ракета. Ты видел, нет? Нифига себе. Слушай, я тебя так не догоню, блин. Я могу мощи прибавить, но у меня будет... заносить на поворотах сильно. Что у тебя там? Неправильно, не в ту сторону поворачивай, да? Это у него голова отлетела, видели? Так, что, готов? Поехали? Ралли Париж-Дакар. Поехали. Блин, да... Она у тебя... Да ты мощи поубавь, ты так сейчас разобьешься.
И топливо больше будешь сжечь. О, переагрился, нифига себе. Я думал, он не переагривается. Ой, двое, блин. О, а этого что-то контузило. Он не это, ничего не умер. А, кто быстрее, того и тапки. О, топливо, классно, 3 штучки. Так, что здесь? Выше-то можно подняться, нет? Эй, упал. Почти разбился. Как-то можно подняться туда, блин, но я не знаю. Не зря же там вот эти вот штуки стоят. Так, ну что, дальше поедем? Покорители этого мира. Безумные байкеры. Что-то у меня как-то вяло едет, я не пойму. Что херня? Коробка передач что ли сломалась? Или мощности дофига? А искорка где-то бегает, я не знаю, что он там делает, как бы. Где-то он есть там. Видимо, он еще не добежал до нашей базы. Где-то там воюет, наверное. Может, что-то это лутает по дороге. А, вот он дошел. Он только дошел. Так, а что у нас здесь пусто? Как так-то? Странно, что здесь у нас ничего не появилось до сих пор. Поехали дальше, значит, тут пусто. А, то есть это мне надо выходить и по новой создавать, да? Блин, хреново. Тогда надо ехать туда, где мы еще не были. Кукурузку надо забрать. Что там, коровки на горизонте не видно? Что-то нету нифига.
О, все, понеслась. Что за годное место, что там такое? Что интересного? Там не дед случайно, который торгует? Да блин, меня тоже он пугает, конечно. Но я уже, в принципе, научился с ними справляться. Мощности много. Ты не деда там случайно нашел? Ай, куда? Назад. В чат мне написалось. Так, давай, я, короче, к тебе. Я хочу посмотреть, что там за годное место. А вдруг там где-то я не готов к такой встрече. О, привет, привет. Да ничего, потихоньку играем. Как у тебя? 3 человека у нас тут. Оба-на, как же так? Кто, роботы? Надо было двигаться взад, вперед, уходить вправо, влево, в сторону. Там раз, раз. Тебя, наверное, зажали там где-то и кокнули, да? А, 5 штук роботов целых. Ого. Надо было просто сваливать, ты чё? Искорка, слушай. В принципе, можно, но смысл? Я как бы и здесь могу. Или ты хочешь, чтобы я тебя слышал? Вот тебе и нормальное место, да? 5 на 1 и прикончили. Так, пацан, давай, короче, так. Я сейчас... Искорка, ты зашел? Ты на моем канале есть там? В DS? Я просто не уверен, что... Давай в комнату, в чат заходи, в голосовой скраб механика. У меня там создан вроде сейчас. О, отлично, я слышу тебя. Так, погоди. Ну, я, короче, через стрим сделаю саунд, потому что я боюсь, что дублироваться будет. Так, погнали. Так, где-то наши этого... Убили нашего друга, блин. Надо сейчас найти это место. Так, я какую-то пустыню нашел. Что-нибудь полезное здесь есть? Ну, то есть, короче, никаких ресурсов здесь нету, да? Ловить тут нечего. О, во, я вижу. О, я вижу тебя, братан, ты с ними бьешься против двоих. Сейчас помогу. Подожди, подожди, подожди. Подожди. О, я не успел. Он их сам раскидал. Красавчик.
Чё, я не слышу? Ты что там, тачку себе делаешь, что ли? Давай, давай, сделай хоть какую-нибудь. А то пешком здесь передвигаться вообще не вариант. Пеп, классная ракета у тебя. Хотел бы посмотреть, как она летает. Но, видно, не судьба. Тебе надо, короче, тоже заходить, делать свою ракету здесь. Так, сейчас я себе немного хавки наделаю. Дэвил, не будет Discord слышно на стриме, потому что тут надо настраивать, короче, каналы. Я их слышу, а на стриме, скорее всего, их не будет. Надо перенаправлять. Оно у меня же не настроено. Discord, короче, у меня не настроен. Ну, точнее, не выведен на ту звуковую карту, на которую надо. Поэтому пока так. Потом настрою. Кэп, а ты что, на пиратке играешь, что ли? Так, сейчас я, короче, это сделаю. Сейчас Discord по-быстрому зайду в настройки, посмотрю. По идее, я знаю, где это поменять сейчас. Так, ну вроде вот так вот должно работать. О, все, отлично. Теперь вы у меня в наушнике. Погоди, а что, ты на нормальные колеса не нашел ресов, что ли? А ты у нас там смотрел? У нас где-то были они. Посмотри, а что ты будешь на... Ну, по ящикам лазил везде. А, ну, то есть немного не хватило, да? Ясно.
Ну да, 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 да. Если голод и вода, то лучше вот это вот свеклу. Да где мой лесик? Ой. Мгм. Так. А морковь, она больше восстанавливает еду. Самый лучший апельсин я заметил, короче. Он, блин, и голод, и жажду вообще супер восстанавливает. Только вот семена я потерял. Надо где-то искать. Ну его еще попробуй вырастить. Не, ну если ты про то, что его атаковать будут, ну, я не знаю, если вот на воде у нас тема прокатит, там, мне кажется, вообще никаких проблем не будет. С водой в этой игре немного, но сложновато. Скажу честно. Они вот про воду они взяли механику из одного мода. А что они тут не из мода взяли? Мне кажется, они тут все из мода взяли. Который... М-м. Нет, вот допустим, все вот эти вот боты и по сути Ага. это все они делали. Оригинальные, да? Тоже Ага. они создавали. А вот воду из... Да, а вот воду они взяли исходный код из мода, Да ладно. Они что, прям всё код остальное взяли? для воды сами допечатали. Мгм. Фига себе. Ну потому что они не знали, как ее сделать, Мгм. и получилось так, что единственное, что подходит, это сделанный уже мод, Ну, который более-менее доработан, но тот добавлял свои блоки, благодаря которым плавает. А мгм. разработчики взяли и доработали то, что каждый блок может а, как бы вытеснять свое количество воды и так далее. То есть Мгм. надо будет рассчитывать, какой блок сколько воды вытеснит. Ну, как и в реальной жизни. Ну, понятно. Мгм. Так. Мгм. Да, ребят, давайте до меня. Здесь здание вообще лютое, здоровое какое-то. Чё у тебя? Что случилось? Где ты есть вообще? Ну, здание здоровое. Ну, вообще прям здание здоровое, вообще да не. Это где роботы стреляются, что ли? Ну, роботов вообще куча здесь. И чё, и ты там умер? Блин, сейчас просто в ночь... ну хотя сейчас рассветет, поехали, но это далеко, конечно. Ну, Я нет, сейчас ни одного посмотрю. стреляющего не видел. Подожди, тогда может быть не то, что я думаю. Ладно, так смогу. Так, сейчас мы тебя на карте-то, я не знаю, увидим, не увидим. Бла- Благо не исправили этот баг, когда персонаж улетал с машины. Полетел, блин. Блин, надо было кресло поставить. Я как раз скрафтил, надо было поставить, блин. Не, ну а чё, физика, блин, реального мира. Я что ты Красиво. хотел? Я как-то в реальной жизни как прилетел.
у меня там всего, блядь, треть мощности стоит на движке, Не, блин. я один не пойду, я буду вас ждать. Бля, еще бы знать, где ты, ёпта. Вон он. Где? Я вот его не вижу ни хрена. Вот там. Я его ник вижу. А я не вижу. Вот хоть там. убей. Ты прямо задом на него смотришь. А, да? Блин. Вот не вижу я его ни хрена. Ну давай сейчас туда. Точнее, на его ник. Могу показать. Ну давай, беги туда тогда, а я за тобой. Бля, сейчас мощи прибавлю. Не едет машина, ни хрена, блин, задолбала. Я свою машину потерял. Как так-то? Подожди. Ты инструмент этот включи, который связь устанавливает. Ты ее увидишь. Так ничего себе, он далеко убежал. О, почти близко. Вроде бы. Ну и окей, я вас подожду, если что, я отойду по лисичку на... А что, там куча роботов, да? Мне кажется, понял, где там. У меня есть, в принципе, подозрение. Да, Дэвил, это сейчас Искорка со мной ехал, но он побежал. Пешком туда, потому что я Ника не вижу вообще. Я вот еду туда, куда он побежал, блин. Понятия не имею. Куда? Я левее бежал. Ага. Бля, тут столько хлопка, а я просто мимо проезжаю. А я просто спешу на помощь. Печально. Так, что-то какая-то здесь нарисовалась база, блин. У меня... Да, у меня действительно похоже подтверждение будет. Но это вот то огромное здание, которое на фоне остальных выглядит больше всех, да? Вот это с какими-то бочками наверху. Оно? Просто если это оно, то я там был сегодня, я знаю, что там за херня. Его сторону. Туда лучше не суваться. Без пушек, по крайней мере, там Есть. делать нечего Кого пока. стопы? Да. Там есть красные боты. Да, там стреляющиеся роботы. Там беда вообще полная. Если есть возможность оттуда как бы свалить, просто без последствий, лучше валить. Пушки надо искать. Не, я Пушки тебя видел, как сражаться с этими красными. Ну, хорошо, что красные, вот они на самом деле хоть ничем не стреляют, это раз, ну, вот этой жидкостью, но она не опасная. От нее можно убегать. И он не такой быстрый, в принципе. То есть, если как-то по-хитрому можно с ним справиться. А вот эти стреляющие, блин, Но... к ним лучше вообще не подходить, я не знаю. Но прикол вот этого большого... Но, А, кстати, ты немножко направее. так, что мне правее брать? Левее от нас. Левее? Я Ага. уже бегу. Я стал. Чем уже сзади. Просто уезжаешь с меня. Сказать, что ты проехал, ничего не сказать. Что, я не там, да, где надо? Так, сейчас, подожди. А, все, я тебя вижу. Справа от тебя.
Да-да, вижу тебя, все. Окей. И чё, и где? Идем. Страшно. Угу. Все, я сейчас до вас добегу. Вот он тихонечко едет. И вот в ту сторону. Вот он. Так, чё, какой план? Тебе надо там шмотки вытащить, да? Сорян, бля. А, Еще только скажи то, что ты его убил случайно. Пойдем, мы Сейчас, туда пойдем. сейчас всех расшатаем, бля. Так, подожди, я тачку подвешу, а то мало ли, блин, они ее... Вдруг доберутся. Они постройки не трогают. Не, ну вот если, допустим, ты рядом с ним, он может случайно попасть в сиденье, блин. и- Севы. Не, ну это да. Елки. Так, вот здесь аккуратней, короче. Увидите стреляющего, старайтесь вообще, короче, прятаться. Уже убил одного. Да это маленький, это херня. Он случайно сюда забрел. Вот эти стреляющие, он, короче, с 2 попаданий выносит все. То есть с ним, я не знаю. Это... Вон он, Можно вон. разобрать. Вон он стоит аккуратно, смотри, не провоцируйте его вообще. Синий-синий. Да, тут много чего Синий, можно да, разобрать, такой? кстати. Да-да-да, синий. С ним, Я уже с ним третьего аккуратно убивал. вообще. Я уже третьего убил. А как ты так умудрился? Ой, бля, вот смотри, он... Ай-яй-яй, он по мне стреляет. Ой. Смотри, половину хп снес нахер. Бля, я побежал. Все, пацаны, пацаны, Четвертого все. убил. Как? А подожди, они в тебя стреляют? Или это он в ближнем ХП, бою не правда, нету, работает? но убил. Может быть, с ним надо вплотную, короче, подбегать, и тогда он ничего не может сделать? Да, у меня хп мало, но я уже Ага. четвертого убил. Блин, В ближнем бою и все норм. Я вплотную ясно. и сразу влево. Ага. Сейчас попробуем, бля. Я просто тут разобрал их конструкцию. Ну да, вот он издалека долбит, будь здоров, бля, вообще. Сейчас я его обойду. Сзади. Еще одного. Их надо, короче, обходить по-хитрому. Ой, бля. Да ладно, да как так-то, блин? Я пол хп сносит нахер и все. Закинул. Двое сразу набежали. Я сейчас приду. А, ну я вот вижу двоих. Бля, мне похавать нечего. Так-то, если, короче, есть желание прям сильно залутаться здесь, надо тогда сюда кровать тащить, ставить и спать здесь ложиться, и все, чтобы появляться здесь. Далеко не бегать. А так замучаешься. Меня постоянно выносить будут. Ну и, соответственно, потом ее забирать. Сейчас молочка наберу. Ой-ой-ой, он побежал ко мне, бля. Не, ну да как, я не знаю, как ты его Если выносил. меня там найдешь, труп, забери. Подожди, а друг друга понимать нельзя? Я вот попытался к нему вплотную подбежать, короче, и завалить. Нифига, он меня с 2 ударов вынес просто, и все. Не знаю, честно. Ну, ща лежи, ща попробуем. Ща попробуем, может, и по дому. Я пока добегу. Так.
Так, ну я немножко блоков позабирал тут. Окей, я сейчас за лутом сбегаю, еще там побегаю. Бля, братан, я тебе там не помощник вообще. Я сейчас Этих синих. шмот забираю и все. Я не знаю, как с ними справляться. Мгм. Я к одному подбежал, попытался его вынести, но что-то как-то А чё вообще... Вообще, он мне в упор Остановись. просто расстрелял и все. Я не знаю, как ты это делаешь. Ну смотри, пятерых уже вынесли. У меня с ними счет личных встреч пока 3-1 не в мою пользу. Ой, не 1, даже 3-0 не в мою пользу. А, кстати говоря, по прямой не Сейчас так уж и найти далеко. молочка нахапать. Ничего себе. Короче, я тут У меня получается 4. Я, короче... Ай. Блин. Меня тоже убили. Весело. Что и следовало ожидать. Ходи, короче, за мной, ща крову найду, надо молочка. Так, корова, иди, я тебе там кукурузу поставил, бля. Быстро жри. Пошла она куда-то в сторону, бля. Так, ну я так думаю, если я не успею добежать до вас, то Стой, ща до тебя добегу, корову нужна тоже. И вместе пойдем, чисто за мной бегаем. Давай. я вижу это здание, я сейчас добегу. Я тебе корову притащил. Да кукурузу ее тащи. Так, я сейчас иду по первому. Блин, скоро уже темно, надо до темноты вещи забрать. Да, заберу. Не знаю, мне не так уж и темно, мне вообще просто комфортно видно. Я не знаю, я уже даже на мониторе максимальную яркость выставил, блин. И все равно темно. Я не знаю, как это сделать, блин. Сейчас жди, до тебя добегу, один не беги. Кэп, ты что там, опять колбасу ешь, что ли?
Я там, в принципе, нормально погиб. Там за стеночкой их вроде там не должно быть. Ой, бля, ой, бля. Ни хрена, я ошибся. Блин, такие пули, короче, перед глазами летают просто, блядь. Пол хп опять он мне вынес, блядь. Да как так-то, блядь? Ой, жесть, ой, блин. Я убегаю, он мне прям вслед, короче, кидает эти плюхи. Ой, беда. Беда. Вот беда в том, Ты что, блин, умер, я... да? Не-не-не, я еще живой пока. А, я Я-то... убил. Как ты его убил? Да ладно, как ты это делаешь, блин? Или Я он их не разобрал. О, или он не переагривается. Или он, наверное, на одного, да, нацеливается, как бы, а второй в это время может его раз. Но у меня другого объяснения нету, бля. Нет, меня чуть не застрелил, но я убил. Еще одного. Я видел, да, я видел. Все, я шмот забираю, короче. Все. Все. Еще одного. Иди сюда, не убегай, не убегай. Разберем их. Я не знаю, как ты их там разберешь. Точнее, может быть, ты разберешь. Я ничего не смогу с ними сделать, бля. Так, я тут, я с вами. Кстати, можно нормально блоков-то набрать, да, для строительства? Так, а здесь че лут? А, У кого это, здесь колеса, металл был? Дофига это всего. мой. Это мой. М. Я тут остальные ходы половину всего разобрал. Пошли. Пойдем. Ай, тут картофелеметный бот. Во, жертва. А, вот теперь убил. Осторожно. Короче, вплотную и сбоку подлетай. О-хо-хо. Меня, если что, подымешь. Да Бля. ладно, ударом. В хламину просто, блин. Валяются два. Слушай, а поднять вообще реально, нет? Ждем Андрею. Угу. Ну, я имею в виду, такая возможность здесь предусмотрена. Слушай, здесь же поднимать можно, да? Ну, так-то да. Вот, сидим, ждем тебя. Надеюсь, ты тоже не умрешь так же. Сейчас втроем тут ляжем, блин. Может, не стоит, может, начать уже бежать. Хотя, блин, сейчас ночь уже. Ничего не видно будет, блин. Я тоже бегу, ничего не вижу. Хоть пока до вас добегу, день настанет. Так, я так понял, короче, как называется, как переводится Warren House? Так, Гостевой дом или не гостевой? Короче, вот эта вот фигня, где мы сейчас валяемся, это Warren House. Там надо какую-то карту найти, вставить, типа, и он откроется. И что-то там будет интересное. Да, там надо какой-то ключ. Да. Да, там лут годный. Лут годный, по-любому. А
может быть тут тот дед сидит, который пушками торгует? Так, я наконец-то вернулся. Но я до вас бегу. Смотри аккуратнее, а ты видишь, где мы, нет? Благо я додумался перед выходом. Ну, перед тем, как отойти. Ну, все может быть. Я вижу Короче, только смотри, тех, мы кто вдвоем лежим в одном месте. всё. И рядом с нами Но при этом стоит бот. Прям вот он никуда не отходит, он прям вот... по стриму. А, все, понял, отлично. Я Тогда ориентируюсь по я тебе ничего объяснять не буду. Тут и так все видно. Ой, беда, блин. У него какой-то сварочный аппарат в одной руке. Ничего. А, или это пушка, а в другой у него ножницы. Это клещи. Ну, это пушка, он оттуда бинтами кидает. Кэп, знаешь, что меня здесь радует, и одна новость радует, а одна новость не радует. Радует то, что ты это увидел в моей камере Full HD. Ну и, соответственно, не радует то, что она у меня грязная. Надо постирать ее. Как ты увидел ее? Не понимаю. Так, чуть-чуть светлее станет. Я уже там смогу чуть-чуть Да, давай, тут немного осталось до рассвета. что-нибудь сделать. А сейчас мне надо еще немножко продержаться. Ты сможешь, мы тебя верим. Ну тут 30 примерно. Давай, это уже близко. Еще и голод. Кэп, а как ты решил, что есть обычные роботы, а есть самодельные? Ну, вижу, идешь. Так, значит, я рядом с вами. А можете на меня посмотреть? Панда, можешь на меня посмотреть? Чтобы хоть я понимал, в какой я стороне точно. Я вот не вижу тебя, я не знаю, с какой стороны. Ну, скорее всего, оттуда ты пойдешь. Мгм. О, да. Осторожно, здесь только робот стоит возле стен. На углу прям. А тут еще один. Бля. Наши шансы уменьшают. Вот он, вали, беги. Беги. Остановился, он встал. Беги. Бля, да ладно, снайперский выстрел просто. Блин. Окей. Ой, блин. Просто снайперский выстрел. Погнали. Это просто жизнь. Самое веселое. Блин, я уже забыл, что у меня автомобиль есть. Когда вбегаю, такой думаю, никого там уже не будет. Этот берет, обходит и в меня стреляет. Да, я же тебе сказал, он остановился, блин. Мне надо было послушать. Ну, на стриме же задержка есть, Ну да, наверное. поэтому это было уже поздно. Со временем меня уже убили. Все, короче, сейчас, блин, надо... Я шмот забираю нахер.
Если правда добегу, а то у меня сейчас здоровье-то... Не, здоровье есть пока, вот схавка беда и с водой, ну как и у вас, наверное. Сейчас пока добежишь, уже все тут закончится, блин. Ну, еды хватит. Там сейчас, кстати, корова есть по Ну, я пути. вообще не по той стороне побежал. Да надо было по прямой прям на этот бежать, на мешок. Тут по прямой вообще нормально. Никаких проблем. Ну вот. А тебе, Панта, я так думаю, надо будет настроить Дискорд, чтобы ты с нами мог сидеть в голосовом. Да-да-да, я понял, да. Пацаны, ребята, кто в чате сидит, не слышно Дискорд, нет? Робота убить надо, кстати. О, молоко. Окей, еще отмерно возьму. Угу. Так, дрожат. А, ну все, слышно всех, но тихо просто пишут. Дискорд настроен, просто надо сейчас со звуком еще разобраться. Угу. Так, надо тачку забрать, туда подогнать, потому что, блин, потом вообще про нее забудешь нафиг. Или не дойду я до нее потом, блин, если шмотки подберу. Так, вот, кстати, мотоцикл стоит, Харли Дэвидсон, вижу. Вот он, мой Мерседес. В смысле? Вы это видели, пацаны? Как это, блядь, вообще возможно? А? Он А? испарился. Он под землю провалился. У меня Бля. Да, его тоже нет у меня. О! Она сверху прилетела с неба, короче, прикинь. Может, у нас что-то с серваком? Я тачку попытался с домкрата снять, она, короче, под землю провалилась и сверху упала. Бля, что происходит вообще? Я в шоке. надо А что с лутом говорите? Лута нету, да? Так. Сколько он уже? Ну, уже 3,5 часа херачит. Я сейчас приду. Лут заберу и дальше пойду. Так, ну чё, как у вас успехи-то с этим, с лутом? Блять. Нахер, бля. Вот сволочь. Надо с другой стороны зайти, блин. У меня сейчас все нормально будет. Разок попал, короче, разок меня попал. Офигеть, Может- их здесь набежало. Зареспавнились. Да ладно, именно в этой точке? Блять. Фух. Я прям на него вплотную выбежал. Нафиг, Я сразу в троих улетел, получается. Бля, да как так-то? Так, а если на тачке, допустим, пролететь как гангста такой, ворваться?
меня... О, бля, сейчас я бур включу, короче, попробую буром. Не садись. А, да В ладно. голову, да, получается? Бля, ёп. Блять, супер контент вообще просто. Вот тварь, а. Короче, снесли мне кресло, блядь, в машине. Я попытался их, короче, Забрал. буром захерачить. Лежи, лежи, я тебя подыму. Лежи. Бля, жесть. Как я теперь тачку заберу? Ёпарасоте, блядь. Годноте. Ой, бля. Придется разбирать ее и Она запчи- едет з- сюда. с запчастями тащить назад. Бля, жесть Нет, просто. не надо. Слушай, смотри, они какие-то разные. Это какой-то перемотанный ходит. А, это у них типа это пленка вот эта оградительная, короче, которая наматывает, что типа не проходить. А у нас есть этот сиденье? Есть. Я на свою новую тачку поставил новое сиденье. Да, типа там Выйдите. ходите, сидите отсюда, пожалуйста. Так вот, его тебе снесли. Да, я же сказал, пытался на тачке их затаранить, короче. И они мне кресло снесли, и, соответственно, я не управляю, и в меня пару выстрелов, и все, я Так, ну, труп. пройти бы еще аккуратно, потому что я там вообще 4, я заметил. Еще 2 у тебя. Пацаны, ребята, кто там спрашивал по поводу бура с кнопки? Что-то я это пропустил в чате. Знаете, основной движок, который отвечает за то, чтобы машина ехала, я его вырубил. Ага. Бля, их тут Так, я трое. рядышком. Осторожно, их уже здесь трое. Вдалеке еще один. А, Макс, ты... Короче, все очень просто. Ставите кнопку. Мне кажется, это плохая уже идея. Соединяйте Они чё, кнопку спавнятся, что ли? с буром. Угу. Их уже здесь 4. И кнопку соединяйте с сиденьем. Все. 2 связи. Когда садитесь, у вас появляется кнопка на табло на вашем, нажимаете, и она работает. Бур работает. Не, короче, вы меня не поднимете по-любому. Я их тут 4 наблюдаю. Либо как-то их отвлечь. Кто-то отвлечь, чтобы их это оттарабанить, тогда может быть. А так хрен его знает. Одного убил. Минус 1 есть. Да я Подожди. иду, я рядышком. А, все, я вижу, да. Все понял. Не, ну, тут 3. Да, кнопку к двигателю. И... Ща я, короче, весь лут заберу, я его за теру вынесу, я бы за тобой приду. Ага. Чтоб обратно сюда не натыкаться. Да, давай, хорошо. Ага. Кнопку к двигателю и... В смысле, бля? Я не понял. Дэвил, ты чё? Я все правильно сказал. Кнопку к двигателю и кнопку к сиденью. Все, 2 связи. Больше ничего. А двигатель уже соединяешь с подшипником бура. Все. Если лут же на земле лежит, он не пропадает? Ну, он не так быстро пропадает. Через какое-то время, но долго лежит. Какое-то время. Так, у меня, короче, один рядом ходит, один вдалеке. 3-го я не вижу.
Дэвил, может, ты неправильно понял. Я про одну кнопку имел в виду. Выключатель, точнее. Осторожно, осторожно, осторожно. Ран, ран, ран. О, вообще красава. Просто с одного, смотри. А кто стреляет? Вот тот? Ты, наверное, им голову убьешь, поэтому... Ой, ёп. Ну тебя я здесь не вижу, ты, получается, у меня здесь вообще невидимый. А, то есть, получается, ты меня не поднимешь Меня нифига, убили, да? получается, а тебя нету. Блин. Ладно, все, я тоже пошел тогда. Мгм. Не, вроде поднимать нельзя, потому что я тебя не видел. Все, понял. Да, потому что нету вообще. И на базе там. Так, я понял. Даже уже в доме убили. Да, блин. Тогда машины к дому подвезу. Да ее разобрать надо, Короче, да и я машины принести. к дому подвезу. Давай. А Ну, чужой шмот так, можно сделать переносить, да? перенести. Чужой шмот забирать можно? Воспользуюсь машинками. Тут Да, может даже моих забирать. так, Да. Ясно. так. Я твой шмот попробую забрать. Ну, давай, я тоже Теперь бегу, в принципе. Сейчас посмотрим. Но я, блин, уже подставляться не буду нахер. Теперь тут надо делать что-то типа. Да, Дэвил, что толку? Я лучше разберу тачку, да прибегу с ней назад, да и все. А то мне еще и ту сидушку вынесут, блядь. Я их не напасусь, этих сидушек. Там 10 хлопка надо на одну, блин. Все. Готово. Единственное, можно тут вот такое сделать, чтобы зафиксировать колеса. М, Ну, короче, машина готова к транспортировке. Опа, их там уже двое. Так, я возвращаю на базу. Трое. А что за ключ-карта-то? Братан, у тебя есть пожрать, а? Аккуратней. Похавать есть что? Да. Должно быть. Скинь, а то я сейчас сдохну нах. А, так, вот. Ага. Спасибо. Вот. Ну, Все, ты повез, да? для транспортировки Давай. такой простейший механизм. Вообще молодец, красава. Угу. Прицеп, он работает, все. Эвакуатор вызвали, бля. Так, весь твой лут. Можно как-нибудь сразу и чисто все? Ой. Так, в смысле выкинуть? Ты хочешь выкинуть все? Это мой первый опыт, когда я везу
груз сзади себя. Я говорил, не надо соваться сюда, блин. Нет, блядь, пошли. Так, твой лут забрал? Ага, я уже пришел почти. Зато, зато эвакуатор О. Стой, сдохнет. стой, стой, вот твой. Вот. Ага. Все, там не осталось больше ничего. Так, нормуль, короче. До Все, того я мешка еще не дошел. погнал нафиг, я не буду даже пытаться. Че, не хочешь суваться уже? Не-не-не, там да еще он- мешки есть. там мешок, если валяется, то это, знаешь, где пустой, там у меня нет ничего. Не было. Блин, ночь на дворе, у меня жрать ничего нету. Не знаю, надо сейчас корову где-то искать по дороге. Да, сложно управлять. Ой, я нашел уже чей-то... точно понял, то, что здесь нам пока что еще не то время. Ну да, нужно пушки, короче, картофельные вот эти пушки. Здесь какой Тогда вход? да, еще как-то. А, передний? Угу. Прикинь, такое чувство, что-то под водой есть, потому что светится прям. А где найти пушки? Вот у меня подозрение вот именно в том здании, где мы сейчас были. Уоррен Хаус. Мне кажется, там дед сидит, продает. Все, понял. Но его надо как-то открыть, там нужен какой-то ключик. Где его брать, я понятия не имею. В смысле, если вы нашли большой ангар, то там надо просто подойти к окошку и откроется лавка этого деда. Но это не там, где мы были, не Уоррен Хаус? Он в лесу находится. Макс, а где он находится, ты знаешь? Не знаю. Если бы я увидел, то... Не, вот сейчас нам Макс тут напишет, что он знает. Он не знает. Он знает, что в лесу, но не знает где. Ясно. Так генерация у всех разная. Точно, у нас же у всех разная генерация, блин. Так, ну груз доставлен. Отлично. Спасибо, я потом ее переберу. Нет, не разные, потому что получается, смотри, я когда вчера заходил, я смотрел, получается, твою трансляцию. Но. Вот я тогда, получается, сегодня купил игру и Ага. точно так же бежал и нашел вот это вот ангарик с ключом. Не, То есть такая же генерация была, да? Не, ну Макс пишет, что у него совсем по-другому все. первая Он говорит... генерация, она всегда такая же. Она у всех Ага. одинакова. То есть если я, допустим, еще что-то создам, уже по-другому все будет, да? Да-да. Вот Ясно. последующие, они разные. Угу. Так, ну я вас жду на базе. Так, ну я уже бегу. почти здесь. Я сейчас коров молоко добуду. Я уже здесь практически. Мгм. Так, ну что делать, блин? Надо тачку достраивать, нормальную делать. Здесь хлопок. Хлопок у нас 6 штук у меня где-то было. Вот у меня в инвентаре 6 штук есть. Все, это все. Ну, тогда ты сможешь сделать сиденье.
Да я разберусь, да. Переживай. Я, наверное, с этого сниму просто, да и все. Надо какую-то защиту делать, потому что уже не первый раз меня выносит это сиденье, короче, и все. Я попадаю вообще, блин. Как у тебя машина не защищена? Да, она вообще открытая, там ничего нет золота. Все, 4 колеса до платформы, все. Единственное, мне непонятно, куда я два колеса потерял. Из инвентаря? Вот я такой, Андрей, не понимаю, почему ты вот у меня на карте трясешься вообще. Я не знаю, я вас вообще не вижу по никам, Да, вообще это никого. пинг, скорее всего. Такая, Как вам наверное, такой блок? Так, тачка. Сейчас седлушку поменяем. Кстати, а так чуть поменьше. Я, возможно, подозреваю, из-за чего у меня так может пинг ну, скакать. Так. И из-за чего? Да, возможно, из-за того, что я и на трансляции Дискорда. А, нагрузка на ком Либо большая. Ну да. трансляции, либо Дискорд. Да, Так. может быть. Угу. Да, еще плюс сеть здесь. Угу. Кэп, я не строю, я восстанавливаю свою тачку. Для этого, для интернета. Было бы проще. Угу. Так, а у нас есть еще предметы, чтобы сделать еще одно кресло? А, короче, кроме хлопка есть, должно быть все. Вот хлопок 6 штук только, все. Остальное надо искать. Угу. Ну это... Я понял, какое я кресло могу сделать. Дохленькое какое-нибудь. Так, что мне надо еще? Да нет, почему тухленькое? Нормально, нормальное кресло. Просто оно Так, ну у будет меня как все папа. работает. Так. Еще металлические блоки остались. Да не, металл нормально, там его должно быть хорошо. Мгм. Мгм. Но оно создается. Мгм. Так. Так.
теперь над двигателем. Угу. Для двигателя надо 5 нефтяных пробочек, или как их назвать. Угу. А их нет. Так, Нефть ты имеешь в виду? Нет, нефть надо это, добывать. Вроде он... Ага, ладно. Ну, сейчас добуду. Капец, как громко. Под водой. Девять штук, оказывается, этих дроботов я убил, потому что 9 батареек до мэпа. Неплохо. Так, но все равно остается проблема с колесами у меня. Причем, похоже... Что там, воска не хватает, да? Ага. Причем категорически не хватает. Я знаю, где два Ещё воска, 11 короче, китов есть. спавнится постоянно на другом берегу от нашего озера, короче, на другом берегу на камне. Там два улья есть. Мгм. Макс, ну, электродвигатель от чего питается? От батарей, наверное. Я, правда, сам его не делал, не знаю, но если так вот логически рассуждать. Сделай поршневой, на него не надо энергию, просто на халяву будешь ездить. Да, он большой, но он зато бесплатный, ё-моё. Я себе буду на машину поршневой ставить. Единственный, кто, по крайней мере, у нас тут более-менее этим занимался, и, скорее всего, я, да? Не, я тоже делал в креативе поршневой, я смотрел, как бы, я понял принцип его работы. Я думаю, я смогу сделать. Ну и, Макс, не знаю, не могу сказать. Ну, Надо смотреть. Вариации есть разного. Да, вариации разные есть, да. Да. Но суть одна. Сенсоры и поршни. Так, ну я собрал только на одно колесо. Значит, продолжай собирать дальше. Что я тебе могу еще посоветовать? Да мне это, в принципе, хватит, чтобы сделать ведущие колеса. А сзади ты плохие хочешь оставить? Угу. Ясно. Просто я поставлю их 4. А,
4 сзади, 2 впереди? Спереди? Ну, имеется в виду то. Да. Да. Ну, друг к дружке, то есть не последовательно они у тебя будут стоять, а друг к дружке, как на грузовиках на больших, да? Или все-таки последовательно? Угу. Ну, скорее всего, да. Мгм. Либо последовательно, либо как на грузовиках. Я с этим еще не определился сам пока что. Но я точно знаю, что передние будут нормально. О, мой моторчик доделался. Так, тут колесо готово. М. Мгм. А для ржавого колеса нам что нужно? Мгм. Да не так уж и много блоков, как оказалось. Мгм. Не то. Не та древесина. А, я знаю, в чем минус будет поршневых двигателей здесь. Так, давай. Типа, если коленвал, ну да, сломают и просто м, там что-нибудь повредят, то все, машина обездвижена. Единственное, что останется, это ее поднимать и обратно приваривать. А кто ее сломает-то? Так боты, конечно. Если Да, ну думаешь, они доберутся до него, что ли? к ним подъехать. Мне кажется, двигатель последний до чего-нибудь, до чего не доберутся вообще. Вполне могут. Ну, я бы не сказал так, не стал бы так сбрасывать, что не доберутся. Нужно больше дерева. Капец.
Мгм. Так, этого должно хватить. Не, Дэвил, нет, я здесь по-другому сделаю немного. Так, я Здесь у меня будет замыкаться, короче. Типа морды будет из труб. Фонарики найдем, куда поставить. Я вот сейчас думаю, как мне подвеску лучше разместить. Кто там умирает от голода? О, Андрей, скорее всего. Ясно. Я у тебя 2 штучки свистнул. Да, давай, хорошо. О, блин, все. Андрюха умер. Надо хоть похоронить по-человечески. Это ты его так хоронишь, блядь, кувалдой по голове? Чтобы уж наверняка, да, не очнулся. Так, теперь думаем, что дальше. Может, получится.
Извиняюсь, ходил. Мгм. Я каким-то образом умер. Не каким-то образом, ты от голода умер. М. Весело. Ну, голодать не вредно, как говорится. Вредно не голодать. Да. Так, у меня тут косячок нарисовался, блин. Так, ага. И еще надо одно колесо будет сделать. У нас ламп-то нету. Как Да, с лампами у нас беда. Ну, там какие-то 3 штуки были. Завтра я еще с того раза принес и все. Мне вот интересно, я вот горожу все из металла. Она же тяжелая получится. А здесь физика все это считает. То есть мне нужен мощный двигатель под это все. Может быть, я зря тут... Мгм. Блин. Смотри, если ты сделаешь тяжелую машину, тебе надо Ну, двигатель мощный. ну, понятно, короче, бля. А поршневой, думаешь, вытянет? Поршневой тут самый читерный. Он вытянет все. Отлично. Ну и все тогда. И Ну, сам фигово, кемера больше. Все, мне тут супер-мега подвеска такая, короче, я себе сделал. Однорычажная, правда, но хоть что-то. Можно двухрычажную было сделать, конечно. Но это, мне кажется, уже излишки. Хотя технически это несложно. Вот это у меня аппарат получается, просто зверь. Я, наверное, не буду заморачиваться с конструкцией, сделаю самую простую. Именно в плане подвески. Да, Дэвил, да, я чувствую, придется большие колеса вставлять. Я нашел стеклышек. Потому что маленькие здесь вообще не в тему будут. Оу, Маленькие вообще сюда не подходят. Блин, надо, короче, искать. могу сказать одно. А, я же его не сварил, блин. А у нас сварочного аппарата-то нету. Ой, беда. Надо вот этот вот элемент заварить. Так можно же сделать. Да, можно, сейчас посмотрим, что там надо.
Я про сварку вообще забыл. Ты не взял... Так. Ну, в принципе, реально. Только компоненты надо. У меня их 4, надо еще один. Остался у нас, нет, интересно. Есть, все. Так, блоки сейчас сделаем. А что там для клея нужно? Для клея нужна жемчужина. Для чего? Что Для такое блоков? блок? 2 ракушки. Нет, 3. По-моему, 3 на один пузырь. Да я понял про амортизатор. У меня надо сваривать эту фигню. Он-то работает. Просто у меня конструкция-то не жесткая вообще ни разу. Фух. Отскреб себе немножко на клея. И опять у меня все и голод, и... А, м. Блин, не на ту кнопку опять нажал. Тут прикол в том, то, что она не едет. Слишком тяжело. А у тебя что там за УАЗик? Сдалека как будто УАЗик. Подходишь вообще прям. Точно. Да не, она не потянет. И движок не потянет, мне кажется. Слишком тяжелый будет. Блин, с этим сварочным аппаратом надо еще уметь пользоваться. Так, нажимаем. Ну, можно. Вот так Нет, не вот. батя. Раз. Кстати, у Да? тебя колесо не это не повернется. Нет, повернется. Значит, они пофиксили это. Или забыли убрать.
такой буду вот здесь вот делать свою конструкцию. Так, ну все вроде у меня работает со сваркой. Сварка работает, все жестко. Как-то так. Блин, вот это у меня кабриолет, конечно. Блин. Так, а что нам на большие колеса надо? Ого. О, привет, Кари Чебрец. Так, надо на большие колеса теперь собирать. Маленькие здесь вообще не в тему будут. В принципе, едет. Или не, коротковатая база. Перевернется легко. А что у тебя задние колеса, они крутятся? Заблокированы, что ли? А ты туда подшипники вставил? Механик. Ну, всякое бывает. Точно. Спасибо, забыл. Так, теперь... Так вот. И еще один. О, погнал. Нормально. Дрифтует? Да, неплохо так-то. Хорошо. Залазь. Так, а у тебя движок прокачанный? Да ладно. Ну-ка, дай-ка я на максимум. А, нет, он у тебя не прокачанный. Если на максимум выставить, мне кажется, она вообще будет летать. Ай, сделал, не сюда. Не, ну в принципе нормально, выглядит норм. Короче, насчет базы на воде начали делать. Вот, ну, материала до хрена надо. Тут фармить и фармить. Сделали площадку небольшую, но этого очень мало.
всего. Это вот все, на что мы насобирали кирпича. Прикинь? Я не знаю, это большую базу делать, это надо здесь сутками просто собирать эти ресурсы. А зачем с утками? М. Надо просто хотя бы проверить, поедет, не поедет. Не, ну мы и хотим попробовать со дна тоже ставить. Мы вообще хотим еще и под водой сделать что-то. Но вот непонятно, правда, как вода себя будет вести. Можно ли будет ее оттуда убрать. Вот. А так можно было бы и под водой еще сделать что-то. Не, воду никак не убрать. К сожалению. А, я понял. Супер вообще просто. Просто супер. Еще немножко подвеску подрегулировать. И будет она вообще все отрабатывать. Так, а теперь надо уже внешне. А лодку можно, да, почему нет? Есть даже специальные блоки для лодки. Можно. На самом деле блоков специальных нету. Здесь есть только разновидность легкие и нелегкие. Кстати, я так и не понял, у меня... у меня задний привод. Сейчас сваркой пройдемся. Есть у кого поесть? Хотя тут нормально все. Угу, спасибо. Уф. Что-то у меня есть подозрение, что никуда она не поедет у меня. Так, ладно, ребят, давайте на сегодня будем завершать. Спасибо всем, кто пришел, всем, кто смотрел, всем, кто подписался. Вот, обязательно залетайте на следующий стрим. Не знаю, насчет завтра, не уверен, но все возможно. Вот. Что еще? Ну, все вроде. Да. Надо доделать тачку обязательно, потому что мне уже самому интересно, поедет или нет. Она тяжелая очень у меня получается. Большие колеса однозначно надо ставить. Вот. Какой движок сюда, я не знаю, потянет или нет, вопрос тоже.
так, всем спасибо, всем пока, всем удачи и до встречи в эфире.